Одну девочку спасли от рабства прямо в самолете. А представьте, что было бы, если бы стюардесса не заподозрила неладное. Меня зовут Нокс, и сегодня я расскажу вам самые страшные и потрясающие истории спасения людей, которые попали в непростую жизненную ситуацию. А в конце ролика вы услышите историю, которая потрясла весь мир своей жестокостью и которая напрямую затронула тысячи людей, включая меня. Спустя 24 года... Представьте, вы родились в 2000 году, ходили в детский сад, школу, окончили университет, получили хорошую должность на работе, купили автомобиль и квартиру, завели домашних питомцев, а может быть и детей. И ведь все это вполне реально. Ведь такому человеку сейчас должно быть как раз 24 года. К чему я все это? Да к тому, что такой большой срок для кого-то целая жизнь. А для мужчины из российской деревни под Тюменью это лишь небольшой, но очень плохой отрезок жизни. Дело в том, что этот мужчина 24 года назад попал в самое настоящее рабство. Вы только представьте себе, в наше с вами время существуют настолько ужасные вещи. Но, к сожалению, это реальность. Благо этого мужчину все-таки смогли спасти из столь ужасающей ситуации. И давайте остановимся на всей истории подробнее. Когда-то давно этот еще юный парень отправился на заработки. Однако по приезде на место у него просто забрали документы, избили и заставили трудиться на ферме. Жил этот мужчина в ужасающих условиях, а оплату получал в виде еды и ночлега. К счастью, однажды его увидели неравнодушные местные жители и сообщили в специальную организацию, которая помогает людям в подобных ситуациях. В итоге, спустя какое-то время волонтеры смогли найти этого мужчину. Его звали Геннадий, и он до сих пор думал, что его заберут родственники. Он даже не знал, что прошло уже целых 24 года. Как оказалось, помимо ужасных условий жизни, он также подвергался частым избиениям. В общем, дела были совсем плохи, но все-таки ему смогли помочь. Волонтер разослал фотографии и историю мужчины по социальным сетям, где его и нашли родственники. К слову, они думали, что Геннадий давно погиб. Больше всего меня поражает тот факт, что полиция нисколько не пыталась помочь этому мужчине, с учетом того, что у него не было даже документов. В общем, местные предприниматели нарушили несколько законов, в том числе и о коррупции. Спасла от рабства в самолете. К счастью, бывают случаи, когда людей спасают даже до того, как они успеют попасть в рабство. И следующая история как раз об этом. Она, кстати, весьма поучительная, и, к счастью, многие извлекли из нее урок. В общем, одна стюардесса, как обычно, выполняла свою работу во время рейса. На ее борту очень много пассажиров, каждый раз более 100 человек. И вы только представьте, ее внимание привлекла одна девочка. Дело в том, что она вела себя очень странно. А когда стюардесса спрашивала что-то у нее, странный мужчина запрещал как-либо отвечать ей. Это очень сильно напрягло, и она предложила девочке пойти в туалет, в котором заранее оставила записку с вопросом, нужна ли ей помощь. И, как оказалось, помощь действительно потребовалась. Стюардесса сразу же сообщила об этом пилоту, а тот передал информацию в аэропорт прибытия. Там подозрительного мужчину ожидала полиция. Как оказалось, девочка попала в рабство. Этот мужчина должен был доставить ее в квартал красных фонарей, и, как вы понимаете, ничего хорошего ее там не ждало. Лично я рад, что все обошлось хорошо и что злодеи по итогу оказались за решеткой. Но самое главное, что люди извлекли урок из этого случая, и теперь в авиакомпаниях ввели специальные уроки, на которых учат обращать внимание на подобные триггеры. А в качестве ведущих на лекциях часто выступают люди, которые как раз побывали в подобных ситуациях. Они уж точно знают, на какие моменты нужно обращать внимание. Дети в рабстве. Еще одна тяжелая история случилась с детьми родом из Киргизии. Девочка 13 лет и мальчик 5 лет оказались в самом настоящем рабстве. Да-да, даже в таком юном возрасте можно оказаться в столь ужасающей ситуации. Как это произошло? В общем, мать детей развелась с их отцом и перебралась жить в другую страну. Там она нашла себе ухажера, и все было бы отлично, если бы по неясным причинам женщина не умерла. После этого так называемый отчим продал детей в рабство. Целый месяц эти пары детей жили в ужасающих условиях. Их постоянно избивали, морили голодом, а вся их работа заключалась в том, что они ходили по улицам и попрошайничали. В общем, действительно грустная и ужасающая история.
счастью, их довольно быстро спасли. Волонтеры вместе с правоохранительными органами обнаружили детей и отправили их в безопасное место. Полицейские решили подробнее разобраться во всей ситуации. И, как оказалось, их мать могла быть даже убита. Лично меня повергает в шок вся эта история. Честно говоря, после подобного начинаешь терять веру в человечество. Если кто-то может отправить близких себе людей в полноценное рабство из-за каких-то смешных сумм, то как вообще можно кому-либо верить? Человек, спасший тысячи детей. Но давайте мы с вами хоть немного поговорим о более-менее хороших вещах. Например, про Тима Балларда. Это самый настоящий супергерой, который спасает детей от рабства. И у него реально очень интересная история, поэтому я и хотел бы вам рассказать о нем. В общем, Тим работал в департаменте безопасности. Он часто встречался лицом к лицу с педофилами, рабством и прочими ужасными преступлениями. И именно там он понял, что он должен всеми силами спасать людей, попавших в тяжелую ситуацию. Правда, ради этого ему пришлось уволиться с работы. Он организовал свою собственную некоммерческую организацию, которая функционирует буквально чуть ли не на всем земном шаре. В ней трудится более 100 человек, которые живут в самых разных странах. Все они должны оперативно действовать в случае, если поступит информация о работорговле. Кроме того, все сотрудники этой организации умеют самостоятельно выявлять подобные случаи. И надо сказать, ребята, очень хорошо работают. За все время работы этой команды было спасено огромное количество детей. Вы будете в шоке от цифр, ведь почти 4000 человек могли оказаться в сексуальном рабстве, а около 2000 взрослых людей были отправлены в тюрьмы как раз-таки за работорговство. Страшно представить, что бы ждало всех этих людей, если бы не было таких компаний и волонтеров. Поэтому я всеми руками за то, чтобы таких организаций было больше. История из Таиланда. Согласитесь, все эти истории очень сильно пугают и напрягают. Но, пожалуй, самые жестокие я расскажу вам в конце ролика. А сейчас я бы хотел поведать вам историю про детей из Таиланда. В общем, было 15 ребятишек, которые по какой-то причине оказались в рабстве. Власти начали расследовать это дело, и то, что они узнали, повергло общественность в шок. В общем, как оказалось, сами родители продали детей в рабство. А все из-за каких-то грошей. Но и они не знали, куда отправляются их дети, ведь им обещали просто устроить их на работу. Этих ребятишек, которым и 15 лет нет, отправлялись через джунгли в Таиланд, где их заселяли в один коттедж, а после заставляют работать. Конкретно этих ребят отправили продавать гирлянды. У них был строгий режим, да и цели стояли очень высокие. Каждый день детишки должны были продавать очень много гирлянд и зарабатывать огромные деньги. А знаете, как накрыли весь этот рабский притон? Некоторые из детей не смогли выдержать такого образа жизни и регулярных избиений и сбежали в соседние провинции, где их и обнаружили полицейские. И это в Таиланде, одной из самых лучших стран для туристического отдыха. Просто ужас. Страна, в которой рабство стало чуть ли не нормой. Кстати, вы уже заметили один момент, который отслеживается буквально во всех историях, о которых я вам рассказывал? Почти все люди, которые попали в рабство, оказались там из-за денег, и чаще всего они были из неблагополучных семей. А знаете, что это значит? Да то, что в бедных странах рабство распространено намного больше. И если взять, к примеру, Нигерию, страну из Африки, где очень низкий уровень жизни, то статистика там просто ужасающая. Огромное число детей попадает в рабство как раз-таки из-за отсутствия денег у их родителей. Многие сами отправляют своих родственников в ужасающие условия, чтобы хоть как-то получить деньги на существование. Ведь в подобных странах в семьях живет огромное количество людей, и всех их нужно кормить, так что одной работы зачастую не хватает. Но что происходит с детьми из Нигерии? Их могут отправить трудиться в Европу или в Азию. Многие подвергаются сексуальному насилию. А некоторых даже убивают в различных религиозных ритуалах. И подобных историй настолько много, что складывается ощущение того, что все дети на улицах на самом деле рабы. Ведь в таких странах огромное количество попрошаек. Из Индонезии в Россию. Я, кстати, заметил еще один момент, который отслеживается во многих случаях, которые я сегодня описал. Очень многие люди попадают в рабство во время поиска работы. К сожалению, не все работодатели являются законопослушными и реально дают работу специалистам из других стран.
Вот и парень из Индонезии получил такое предложение с переездом в Москву. Правда, когда он туда попал, то сразу понял, что оказался в рабстве. Мужчину принуждали трудиться в одной из квартир, при этом его не отпускали вообще никуда. За невыполнение работы его избивали. Да и еды было очень мало. А знаете, как его смогли вообще найти? Этот парень смог каким-то чудом отправить видео в интернет, где он рассказывал о том, что происходит с ним и где он находится. Этот ролик попал к правоохранителям, и те его нашли. Но лично меня поражает не этот факт. Я удивлен отношению государства к случившемуся. Мужчина оказался в рабстве, а полицейские просто решили его депортировать. А все из-за того, что его документы уже были просрочены. Нет бы помочь ему с адаптацией, а они его за решетку. Ужас. Несправедливая история. Следующий случай, как мне кажется, очень несправедлив. И вообще вся общественность, которая знает об этой истории, так считает. В общем, дело было зимой. Двое ребятишек 12 лет после школы играли на улице. В какой-то момент они очень сильно замерзли и решили погреться в подъезде ближайшего дома. Там они стояли у батареи и громко разговаривали. На шум вышел местный житель, взрослый мужчина, почти что пожилого возраста. Он спросил, что ребята там делают, а узнав всю историю, пригласил их к себе. И, к сожалению, ребята согласились. Оказалось, что тот пожилой мужчина – педофил. Он попытался изнасиловать этих двух мальчиков. Один из них смог выбежать на улицу, где встретил случайного прохожего. Он, плача, рассказал ему о произошедшем, и мужчина отправился на помощь. Войдя в подъезд, мужчина увидел страшную картину. Второй мальчик со спущенными штанами выползал из квартиры, а над ним стоял голый дед. Ужас, да и только. И в результат всего, во время попытки помочь ребятам, этот мужчина случайно убил педофила. Почему я назвал историю несправедливой? Дело в том, что этого мужика собираются посадить. Ему грозит целых 8 лет строго режима. И это при том факте, что дети дали показания в его защиту. Просто ужасающая ситуация. А что вы думаете на этот счет? Подобных историй очень много. Еще я бы хотел отметить тот факт, что подобных историй по всему миру происходит очень много. Часто полицейские и правоохранители не хотят разбираться в ситуации, а просто решают ее максимально быстро. Ведь куда проще посадить убийцу, чем доказывать мотивы мертвого педофила, расспрашивать свидетелей и пострадавших. Прямо сейчас наверняка несколько сотен, а то и тысяч людей отсиживают сроки за то, что избили. Или даже убили кого-то в результате самообороны или спасения другого человека. У меня остается лишь надежда на то, что судебная система всех стран будет переделана. Не должны настоящие герои сидеть за решеткой, когда бандиты могут спокойно ходить по улицам. Ведь в таких условиях проще пройти мимо попавшего в страшную ситуацию человека, чем спасать его, а потом отсиживать срок в тюрьме. Так что я надеюсь, что когда-то подобные ситуации будут судиться по справедливости, а не по устаревшей системе. Несчастная слепая бабушка у вокзала. Последняя история на сегодня, как мне кажется, самая жестокая из всех возможных. И случилась она в Москве. Какие-то ужасные люди нашли бабушку, которая искала работу, и отправили ее в рабство, в котором она пробыла очень большое время. Но самое ужасное то, что она была инвалидом по зрению. Старушка почти ничего не видела. Рабовладельцы заставляли ее попрошайничать. Правда, никто не верил в то, что она слепая, и никто не давал ей денег. И знаете, что решили сделать эти уроды? Они выкололи ей глаза. Да-да, просто из-за денег несчастную бабушку буквально ослепили. Она еще долгое время стояла рядом с вокзалом и просила милостыню у прохожих. Теперь многие хотели ей помочь. Каждый день ей подавали довольно большие деньги, многие подкармливали ее. И все это на самом деле было на руку бандитам. Ведь теперь им не нужно было кормить эту бабушку, да и денег она приносила очень много. И самое ужасное было то, что бабушка почти что не могла разговаривать. Скорее всего, ее избивали, из-за чего она потеряла дар речи. А может быть, с ней сделали что-то еще хуже. К счастью, нашлись волонтеры, которые смогли помочь несчастной старушке. Они обратили внимание общественности, а главное полиции на происходящее. И вскоре бабушка была отправлена в приют, где за ней присматривали, кормили и ухаживали. И знаете, почему я решил закончить этот ролик именно на этой истории?
Я лично видел эту старушку и помогал ей чем мог. Будучи молодым студентом, я часто приезжал на тот вокзал и чуть ли не каждый день проходил мимо нее. Лично я рад, что нашлись люди, которые смогли вытащить ее из этой ситуации. А о том, что ее спасли, лично я узнал из одной из статей. В ней как раз рассказывалось о современном рабстве. Сегодня я рассказал вам самые ужасающие истории спасения людей из страшных условий жизни. Пишите в комментарии, какая история запомнилась вам больше всего. Лично я хотел бы отметить тот факт, что многие волонтеры на самом деле оказываются настоящими профессионалами. Многие уходят из работы в органах, чтобы спасать людей в подобных ситуациях. А знаете, где еще нужны профи? В нашей команде. Друзья, у вас есть возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках. Или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в Telegram-бота, ссылка в описании. И спасибо вам за внимание.